Всем доброй ночи. Друзья мои, я сегодня хочу вам показать один ритуал, который на самом деле очень быстро и легко срабатывает. Но больше, конечно, и сильнее воздействует, если мы проводим для людей, не для себя. Когда проводим для себя этот ритуал, он может сработать процентов на 30. Но поверьте мне, что даже такой процент очень великий и ощутим. Но так уж получилось, что мы через раз можем помочь себе или своим близким. Ну вот так вот силу не дают нам для себя, для своего личного пользования. Однако я вот эти ритуалы иногда провожу со своей фотографией. Почему? Ну, во-первых, потому что мне тоже удача нужна, как и всем земным обыкновенным людям. И во-вторых, потому что я не вправе разглашать и показывать фотографии людей, которые ко мне обращаются, поскольку это их личная жизнь, личное дело, и не всегда люди любят говорить о том, что посещают колдунов. Согласны? Иногда человек очень удачлив, все у него получается, все у него прекрасно, и на вопрос, почему тебе так везет, говорит, ну, я просто много работаю, много тружусь, много думаю, много делаю для этого. Ну, отчасти это может быть и правда, но с другой стороны, есть множество людей, которые много работают, много трудятся, но почему-то удача им не улыбается никак. Вот этот ритуал, он удачу открывает. Это такая смесь греческо-восточной культуры. Я люблю экспериментировать, и я выставляю только те свои ритуалы, которые уже сработали не раз. Поэтому можете смело пользоваться, только те, которые, конечно, посвященные, которые имеют право ими пользоваться. Я просто вас предупреждаю, очень часто ко мне приходят письма, в которых люди говорят о том, что когда-то что-то провели, считая это за безобидное нечто, но оно обернулось в обратную сторону. Иногда люди платят за это жизнью, здоровьем, много чем, поверьте мне, вплоть до пожаров дома и потери всего имущества. Даже когда вам кажется, что это безобидно, и даже когда вам кажется, что вы вызываете духов не черных сфер, а удачу, там какие-то мелкие радости, какие-то дары судьбы и так далее. Ну что здесь такого страшного и зловредного, правда? А на самом деле вы не имеете права их тревожить и их вызывать и просить. И это может обернуться против вас. И вместо удачи можете получить совсем неудачи. Вот мой вам совет. Поэтому этим ритуалом могут воспользоваться колдуны, если они желают воспользоваться, если у них есть свои, это прекрасно. Основное количество это мои. И если это не мои, я говорю, откуда они взяты. Здесь мои. За основу взято, я уже говорила, повторяюсь, греческая, восточный стиль магии. Каким образом они обращались к духам и как просили. И если есть желание, то есть из древних текстов это вполне можно найти. И если человек занимается магией, он может это выписать, переписать, переделать под себя и пользоваться. Так что источники, они всегда есть. Было бы желание их находить. Так. Свечи зеленые желательно. Вообще для фортуны они всегда стелили такой на алтаре ярко-красную ткань или розовую ткань. В любом случае красные и зеленые тона преобладали. Если в древние времена не было таких разноцветных свечей, в принципе, красили люди. Но если их не было, то вместо свечей обкуривали, например, травы свежие и так далее, чтобы было побольше зелени и красных цветов. Так как в древние времена не было фотографий, естественно, и портрет себе мог позволить 1 из миллионов, и то портреты были огромного размера, и их не положишь на стол, поэтому ложили какую-то вещь человека. Поскольку за удачей приходили люди сами, естественно, это не порча, это наоборот, да, это в хорошую сторону. И, конечно, люди приносили свои вещи для того, чтобы колдуны на эту вещь проводили ритуал. Я сейчас буду читать для себя, на себя
Поскольку там мои фотографии, в некоторых выражениях я буду называть себя, то есть на меня, мне и так далее. Но если вы проводите для человека, конечно, вы называете имя. Я думаю, что таким тонкостям вас учить не нужно. Итак, обкуриваем. Запах лучше роза или такой сладковатый, или ваниль, или кофе. Вот здесь сейчас мак. То есть Фортуна, она предпочитает вот такие запахи. Свечей 5, как пятиконечная звезда, вокруг фотографии. Итак, начнем. О великая богиня судьбы, прекрасная Фортуна, любимица богов и людей, обрати свой взор на Ингу. Окружи меня всеми благами земными, благослови, и из роги изобилия излей на меня свои великие дары. Любимица богов Олимпа, о златоокая судьба, благослови и помоги. Судьбы, прекрасная богиня, дарующая все блага нам, я призываю Твое имя, пусть счастье ходит за мною по пятам. Даруй своей щедрой рукою богатство мира, злато, серебро. Меня удачей пеленой укрой и одари, озолоти, благослови. Отныне и навеки я одна из Твоих дочерей. Прошу покровительства Твоего. В мире всем хватит богатства, и мне в том числе. Заклято, заклято, заклято. Я призываю силу Фортуны. Приди, приди в мой круг. Услышь, помоги, одари, озолоти, благослови. Да будет так. Истинно заклято. Пусть печать судьбы и удачи отныне будет на челе той, чей образ здесь находится. Аминь. Вот, собственно, бесхитростный ритуал, но я хочу вам сказать, поделиться, что на самом деле вот призывы к Фортуне очень действенны, поскольку она капризная, поскольку она женщина, любящая красиво одеваться, и она понимает тех людей, которые хотят тоже красиво одеваться, хорошо жить, иметь много красивых вещей и так далее. И Фортуна благоволит таким людям, которые не боятся. Знаете такое выражение: имею наглость хотеть жить хорошо. Вот люди, которые не боятся бросить вызов своим несчастьем, бедствиям и так далее, и жить хорошо, им Фортуна благоволит и помогает, поверьте мне. Люди, которые рискуют, люди, которые бросаются в авантюры, люди, которые не боятся потерять все, но чтобы приобрести еще больше. Я не призываю ни к каким играм, ни ко всему этому, поскольку это незаслуженные деньги, они легко пришли, легко уходят. Но если вы в своей работе проявляете инициативу, идете вперед, не идете вместе с массой, то поверьте мне, что Фортуна тут же вас заприметила и начинает помогать. Поэтому лучше, чем вот Фортуна, обращение именно для денег. Ну, еще есть в русском чернокнижье. Вот данный ритуал можете использовать. Если человек лично пришел, можно взять его вещи и посадить этого человека рядом со столом и просто провести при этом человеке этот ритуал. Очень действенный и надолго. Всем удачи и всех благ.